Уважаемые коллеги, прежде всего хочу напомнить, что в соответствии с договором по открытому небу в период с 1 по 5 февраля 2016 года Российская Федерация планировала выполнить наблюдательный полет на территории Турецкой Республики. Предварительное согласие на этот полет от турецкой стороны было получено заранее и в установленный договором сроки. Вчера группа российских наблюдателей прибыла на турецкий аэродром Эскишехир и вручила, как это положено по договору, представителям Турции маршрут наблюдательного полета. Однако представители турецкого Минобороны отказали в проведении полета в районах, прилегающих к Сирии, а также над аэродромами, где сосредоточена авиация НАТО, причем без каких-либо внятных объяснений. Специально для официальных представителей НАТО и Пентагона, которые всегда во всем солидарны с Анкарой, точно напомню, что за прошлый год в рамках договора по открытому небу на территории России было совершено 32 полета представителями западных стран по обозначенным ими маршрутам. Из них 4 полета совершили представители Турции, в том числе 2 совместно с американскими военными. Ни одного замечания или претензий о незаконной военной деятельности Российской Федерации не зафиксировано. Мы не намерены оставлять без должного внимания соответствующие реакции на нарушение требований этого договора со стороны Турции. Подобные шаги страны, которая является членом НАТО, далеко не способствуют укреплению доверия и безопасности в Европе. Расцениваем эти действия Турции как опасный прецедент и попытка скрыть незаконную военную деятельность у границы с Сирией. Более того, мы имеем серьезные основания подозревать интенсивную подготовку Турции к военному вторжению на территорию суверенного государства – Сирийскую Арабскую Республику. Нами были представлены неопровержимые виды доказательства международной общественности, на которых турецкие самоходные артиллерийские установки ведут обстрел сирийских населенных пунктов на севере Латакии. Нас удивляет, что словоохотливые представители Пентагона, НАТО и многочисленных так называемых организаций по защите прав человека в Сирии, несмотря на наш призыв прореагировать на эти действия, до сих пор хранят молчание. Более того, признаков скрытой подготовки турецких вооруженных сил к активным действиям на территории Сирии мы фиксируем все больше и больше. Напомню, Минобороны России усилила ведение всех видов разведки в ближневосточном регионе. Поэтому, если кто-то в Анкаре думает, что отмена полета российских наблюдателей позволит что-то скрыть, то это непрофессионально. Хочу привести очередной факт провокационных действий Турции на границе Сирии. Перед вами на данных кадрах изображен участок турецко-сирийской границы, где 26 октября 2015 года средством объективного контроля было зафиксировано ведение инженерных работ по оборудованию автомобильных стоянок для большегрузного автотранспорта как со стороны Турции, так и со стороны Сирии, которая находится под контролем террористических группировок. Более того, в последующем мы зафиксировали интенсивное использование данных автомобильных стоянок преимущественно в ночное время. 30 января этого года средством объективного контроля зафиксировано, что кто-то начал вести интенсивные работы по расширению данных автомобильных стоянок как на территории Турции, так и на территории подконтрольных террористическим группировкам. Причем эти стоянки взяты под усиленную охрану. Наверное, в мирное время эти факты указывали бы на оживление и ожидание роста товарооборота между странами-соседями. В военное время таким способом готовится транспортная инфраструктура накануне военного вторжения. А подобные площадки используются для обеспечения быстрого движения военных колонн с боеприпасами и оружием в район боевых действий, а также оперативной переброски и эвакуации личного состава. Более того, на данных кадрах зафиксировано, как вы видите, что за последнюю неделю развернута артиллерийская батарея в районе данного погранперехода с турецкой стороны, где имеются крупнокалиберные артиллерийские установки. И таких примеров на сирийско-турецкой границе сейчас хоть отбавляй, в том числе уже и с наличием войск и военной техники, как вы видите. Поэтому запрещение Анкарой
полетов наших наблюдателей не скроет незаконную военную деятельность Турции в этом регионе. Кратко о результатах действий нашей авиагруппы в Сирии за последние трое суток. В период с 1 по 4 февраля самолеты воздушно-космических сил России выполнили 237 боевых вылетов по 875 объектам террористической инфраструктуры боевиков в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Хама и Дер-эз-Зор. В результате действий нашей авиации боевики несут значительные потери. Одновременно в провинции Алеппо военнослужащие сирийской арабской армии вместе с бойцами народного ополчения вчера вывели боевиков с позиций и сняли блокаду с населенных пунктов Нуболь и Аз-Захра, которые находились в блокаде более 4 лет. В настоящее время лидеры бандформирования вынуждены основные усилия сосредотачивать на проведении мероприятий по эвакуации раненых, боевиков и восстановлению контроля над ситуацией. На севере страны, чтобы хоть как-то сохранить боеспособность своих формирований, боевики продолжают оставлять занимаемые позиции и отступать к сирийско-турецкой границе. По поступающим к нам данным от представителей сирийской оппозиции в провинции Идлиб, боевики из состава террористических группировок Джабхат ан-Нусра и Харкая Ахрар аш-Шам сформировали группу подростков, которые прошли специальные курсы подготовки смертников. Их планируется использовать для совершения терактов против мирных граждан в провинциях Дамаск, Хомс и Латакия. Самому старшему из смертников едва исполнилось 16 лет, а младшему около 14. Хочу обратить ваше внимание, что в последние дни мы вновь слышим нелепые обвинения, что якобы российский самолет наносит удары по территориям, где никогда не было террористических группировок. Особенно это касается поражения цели за пределами населенного пункта Рака, где авиация так называемой антигиловской коалиции якобы не летает и не бомбит. Специально для этих критиков разъясняем, что только за первые 3 дня февраля самолеты международной коалиции нанесли 12 мощных ракетно-бомбовых ударов по различным целям в провинциях Алеппо, Хомс, Рака, Хасики и Дер-эз-Зор. Поэтому приглашаем официальных представителей стран антигиловской коалиции проинформировать о результатах своих бомбежек, особенно в районах, где находятся сирийские населенные пункты. Буквально несколько минут назад очередной официальный представитель Турции заявил о передаче Москве материалов по якобы нарушению российским самолетом воздушного пространства Турции. Заметьте, что это уже не первый ложный вброс турецких представителей по данной теме. Никаких материалов ни по военным, ни по дипломатическим каналам нам никто не передавал. Все это еще раз подтверждает, что история с якобы нарушением воздушного пространства Турции выдумана и является плохо срежиссированной провокацией.